Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами простым рецептом рыбного блюда – рулетиков из скумбрии, запеченных в духовке. Запекать скумбрию буду со сметанным соусом и помидорами. Рулетики получаются сочными, нежными и очень вкусными. Скумбрии у меня 3 штуки. Я ее предварительно разморозила, отрезала голову и почистила. Вес очищенной рыбы примерно 1 килограмм. Точнее 1 килограмм 25 грамм, но граммами можно пренебречь. Для рулета мне необходимо филе, поэтому хребет вырезаю, жесткую часть с плавниками отрезаю, а кости удаляю руками, так как специального пинцета у меня нет. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Полученное филе солю и посыпаю немного черным молотым перцем. В составе приправы для рыбы, которую я использую, перец есть, а соли нет. Посыпаю и натираю приправой филе. Состав приправы оставлю в описании под видео. Но вы можете использовать любые специи по вашему вкусу. Приправы для рыбы у меня 2 чайные ложки. Даю рыбному филе немного постоять. А пока нарезаю небольшой пучок укропа для сметанного соуса. Вы можете вместо укропа добавить любую зелень по вкусу, например, петрушку или смесь петрушки и укропа, так даже будет вкуснее. Здесь 200 грамм сметаны жирностью 15%. Жирность сметаны по вкусу. Добавляю в нее укроп, 2 чайные ложки дижонской горчицы по вкусу и сок половины небольшого лимона. Это примерно 1,5 столовые ложки. Перемешиваю. Добавляю 2 зубчика чеснока по вкусу. Чеснок можно или натереть на мелкой терке, или выдавить, как я, через пресс. Добавляю 80 грамм сыра. Жирность сыра 45%. Сыр может быть любым, по вашему вкусу, твердых или полутвердых сортов. Сыр я предварительно натерла на крупной терке. Хорошо все перемешиваю. Соус готов. 2 небольших помидора нарезаю на кольца. Филе смазываю сметанным соусом. Сверху кладу несколько колечек помидоров и заворачиваю в рулет. Чтобы рулет не развернулся, скрепляю его шпажкой. Соус останется, на смазывание рыбы он уйдет не весь. Оставшийся соус можно порционно подать к готовым рыбным рулетам. Чтобы соус и сок помидоров не вытек во время запекания, сделаю рулетиком одежку из кляра. Сначала обваливаю рулеты в муке. Затем поливаю их взбитыми яйцами и обваливаю в панировочных сухарях. На кляр у меня ушло
2 крупных яйца, примерно 250 грамм пшеничной муки и примерно 150 грамм панировочных сухарей. Форма у меня с поврежденным покрытием, поэтому я ее застелила фольгой и смазала подсолнечным маслом. Уложила рулетики и отправляю их запекаться в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на 35-45 минут, в зависимости от вашей духовки. Во время запекания я 1 раз рулетики перевернула. Мои рулетики готовы, они запекались 45 минут. Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить эти вкусные рулетики из скумбрии, вы сейчас видите на экране. В моей семье любят есть рыбу как на обед, так и на ужин. Снаружи у рулетов хрустящая корочка, а внутри они сочные и нежные. Приготовьте рулеты из скумбрии со сметанным соусом и помидорами в духовке. Думаю, что их вкус вам понравится. К одной порции я добавила дольки лимона и сметанный соус. Отрежу небольшой кусочек, чтобы показать вам. Это очень вкусно. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Мира вам и добра! До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!